Вычислите давление столбика ртути высотой в 76 сантиметров. Так известно, столбик ртути высотой 76 сантиметров. Нужно вычислить его давление. Поскольку нам указан столбик ртути, давайте определим его как столбик. Это ртути, высота его h, а площадь основания пока s определим как s. Известно о том, что давление есть не что иное, как отношение силы на площадь основания. То есть от силы, которая делает на площадь определенную площадь. Что собой представляет эта сила? Сила — это будет вес вот этого столба ртути. Сила будет равна чему? Весу столба вот этого столба ртути. Как определить вес? Это масса умножить на g. Так у нас масса чему равна? Это объем, умноженный на плотность. А объем, в данном случае, объем будет равен чему? Основание умножить на высоту. И теперь массу можно определить как объем, умноженный на плотность, основание на высоту и умножить на плотность. И теперь давление, которое создает этот столбик. Масса S умножить на это объем на плотность, вот это масса, и умножить на G. И делить на такую же площадь основания. SS сокращается, это будет равно H на ρ и на G. Это еще раз подтверждает о том, что в теории жидкость, которая создает давление на определенную высоту, равно высота его столба H на ρ G. Мы еще раз доказали о том, что это действительно так, поскольку дан такое в условии столбик ртути, мы взяли и выделили его как столбик ртути. Плотность ртути довольно большая величина, это 13600 кг на метр кубический. И G, ускорение земного тяготения, возьмем 9,8. У нас есть полностью формула, по которой мы можем выделить это давление. Подставим сюда 76 сантиметров, умножить на ρ на 13600 кг на метр кубический и умножить на G 9,8 метр за секунду. Для того, чтобы работать с этими всеми величинами, смотрите, килограмм на метр на секунду в квадрате объединить вместе, это у нас будет не что иное, как ньютон. Вот здесь метр в кубе, а тут сантиметр. Значит, сантиметры нужно перевести нам в метры. Как это можно сделать? Мы знаем, что 1 метр — это 100 сантиметров. То есть сантиметр равен метры, деленные на 100. Можем вместо этих сантиметров подставить вот это значение. Правильно? 76 умножить метр, деленный на 100, умножить на 136,00 килограмм на метр кубический и умножить на 9,8 метра за секунду в квадрате. И теперь можем поработать с этими всеми величинами, именованными и просто числами, для того, чтобы упростить это выражение. Смотрите, килограмм на метр на секунду в квадрате, вот эта величина, это ньютон. Если мы метры сократим вот с одним из этих показателей, не метр в кубе, метр в квадрате останется. Тогда получается килограмм на метр на секунду в квадрате, это ньютон и деленный на метр квадрат. То еще здесь можно сделать? Два нуля этих можем сократить, и мы получаем вот такое выражение. Смотрите, вот здесь что получается? 76 умножить на 136. Здесь у нас ньютон на метр квадратный и на 9,8. Итак, получаем 76 умножим на 136 умножим на 9,8 ньютон на метр квадратный. Мы могли бы сразу в условии определить вот это в метрах. Вот этих 76 сантиметров записать как метры. Но записано специально в формуле в общей для того, чтобы ничего не терять и написать о том, что действительно вот это все дано в условиях. А потом уже выполнять преобразование. Так мы получаем 76 на 136 умножить на 9,8. Мы получаем вот такое значение 101,292. Это не что иное, как паскаль. Можем записать, что P равно 101,292 паскаля. Обычно можно выделить это дело в килопаскале и написать, что это будет приблизительно равно 101, и здесь округлить до десятых, и 0,3 килопаскаля. Давление ртути высотой 76 сантиметров будет 101,3 килопаскаля.